Книга 15. Тао. Путь Вознесения. Балансирование элементов благословлением. Несмотря на то, что информация об элементах уже обсуждалась в больших подробностях в другом месте, каждому читателю этих материалов мы дадим здесь краткий обзор. Элемент Земли связан с белками, или аминокислотами, липидами или жирами, а также минералами, из которых форма манифестирована. Несоответствие требованиям в элементе Земли приравнивается к форме, которая со временем начинает разваливаться, или терпит неудачу в восстановлении из-за нехватки адекватных питательных веществ. Можно рассматривать нехватку земного элемента через надлежащий режим питания, пищевые добавки и очищение кишечника, печени и почек. Элемент воды смазывает форму и предусматривает транспортировку питательных веществ и вывода из нее всех отходов. Недостаток элемента воды приводит к слипаниям клеточных отходов в системах, в которых идет скапливание токсинов вплоть до точки, в которой возникает болезнь. Питье большего количества воды – это один из способов, которым лучше смазывать форму. Ежедневные ванны, как сидячие, так и наряду с плаванием и грязевыми ваннами для детоксификации также полезны в ходе Вознесения и дают другой способ соединения с элементом воды. Акт купания вытягивает через кожные поры больше токсинов, чем когда-либо можно было очиститься через одни только биологические системы удаления клеточных отходов. Элемент воздуха проветривает форму. В объеме всей формы воздух обеспечивает необходимое пространство, по которому питательные вещества могут поступать в клетки, а различные клеточные выделения – выводиться наружу или выходить посредством систем выведения отходов. Недостаток элемента воздуха приводит к неспособности осуществлять соответствующую подпитку или детоксификацию, приводя со временем к заболеванию отдельных частей формы. Один из способов создания наибольшей вентиляции заключается в том, чтобы сознательно глубоко дышать. Когда восходящий человек чувствует себя усталым, то совершает десяток глубоких дыханий, медленно вдыхая и медленно выдыхая. Дыхание перестраивает поле, переводя его в настоящее время, а также заземляет душу форму. С развитием кристаллической диафрагмы, вдыхаемый кислород также преобразовывается в сахар, содержащийся в крови, позволяющий для формы больший уровень энергии. Иной раз, когда появляется чувство голода, посвященные могут просто совершать определенное число глубоких вдохов и выдохов, предаваясь затем тихому созерцанию утоления голода собственной способностью манифестировать сахар. Со временем, на пути Вознесения, мозговой ствол начнет каждые 2-5 минут создавать для глубокого дыхания регулируемый импульс. Именно таким образом, возносящиеся посвященные сохраняют свое поле в настоящем времени, заякоряют душу на непрерывной основе, создают достаточное количество сахара в крови, чтобы поддерживать высокий метаболизм кристаллической формы, и учатся сохранять заземленность и выравнивание со всей Землей. К тому же, глубокие дыхания помогают в вентилировании формы, с целью улучшения здоровья. Хотя это и должно развиться при Вознесении само по себе, можно научиться не забывать периодически возвращаться к глубокому дыханию в течение дня, пока происходящее впереди биологические изменения не активизируют дыхание на автомат. Вообще говоря, такая форма сознательного дыхания, происходящего каждые 2-5 минут, развивается, когда в ходе Вознесения воплощается 1800 единиц ДНК. Элемент огня обеспечивает высокую температуру и жизненную энергию, необходимую, чтобы поддерживать жизнь клеточной структуры. Отсутствие достаточного количества огня, в конечном счете, приводит к распаду ту область, которая не может получать адекватную жизненную энергию, чтобы жить и процветать. А это в итоге приводит к поврежденным биологическим системам.
И если система жизненно важна, то конечным результатом становится смерть формы. Один из способов увеличения доступного поля огня состоит в том, чтобы ежедневно принимать 10-30-минутную солнечную ванну. Периодические солнечные ванны являются превосходным способом увеличивать энергетический поток огня кундалини, чтобы очищать стереотипы в ходе вознесения. Тем не менее, для того чтобы возноситься, также необходимо продолжать развивать кундалини в постоянно растущий огонь, периодически продвигаемый сквозь эфирный проводник, идущий изнутри. Поэтому, изучение сознательной работы с кундалини, через сосредоточенность в медитации, является хорошей практикой для возносящихся посвященных. Благословение элементов восстанавливает сбалансированность элементов на Земле. Сбалансированность элементов приравнивается к достаточному количеству воды, огня, земли и воздуха, чтобы благоприятствовать жизни. Вода приводит к достаточному количеству дождя. Огонь к достаточному количеству солнечного света и жары. Воздух к ощутимому воздушному потоку, который гонит дождевые облака туда или обратно из региона, как это необходимо. Ну а Земля приводит к питательным веществам, необходимым, чтобы вызывать рост растительных и животных царств на Земле или в воде. Поскольку в любой части Земли восстанавливается равновесие элементов, будет восстановлена и жизнь, и со временем акт благословения выполнит эту задачу. Аналогичным образом, можно благословлять город, пригород или область, в которой вы проживаете. И результат удивит вас. Некоторые посвященные живут в Южной Калифорнии. Их благословения оказалось достаточно, чтобы повлечь ливень за ливнем, приводящих к тому, что цветущие только весной растения становятся зелеными, и все еще пребывают в цветении, невзирая на летнее время. Нередко, там, где проживают люди, почва становится бездушной. Душа покидает любую землю или водоем, если присутствует великая боль, кровопролитие, или слишком много людей, проживающих в тесноте, и находящихся в постоянном противоречии и дисгармонии друг с другом. Ибо испытывать подобное слишком болезненно для души. Поскольку восходящий человек вновь начинает любить землю, диссонанс постепенно исчезает, и душа может и будет возвращаться. Одушевляющая почву душа уравновешивает элементы таким образом, чтобы для поддержания жизни присутствовало достаточное количество огня, воды, воздуха и земли. Как вам известно, пустыня – это травмированная почва, которая бездушна. Возможно, что когда-то данная земля держала на себе город, заселенный несчетным числом людей, и почва там никогда не оправлялась. Именно так обстоит дело для юго-западных Соединенных Штатов. Некогда это был гигантский тематический парк для людей Аннанук, чтобы прибывать на Землю и развлекаться. Сейчас те, кто является восходящими, высвобождают боль от этого опыта и заново заякоряют там душу, и почва вновь начинает цвести, ибо элементы пришли к равновесию, позволяющему выпадать дождю. И нет такой почвы, которая была бы слишком травмированной, чтобы не суметь восстановиться. Впрочем, некоторые районы Земли могут требовать больше времени, чем то, которое отводилось на полное исцеление в исторической фазе раннего восхождения Земли. Ближний Восток знавали ядерное опустошение, следовавшее одно за другим на одной и той же Земле. Данная карма уже вызвала там дополнительную войну, которая, как кажется, продолжается там бесконечно. Однако есть те, кто начинает возноситься, и имеет арабскую наследственность, и наследственность тибетской коренной расы. Со временем, этот вопрос также будет решен через поля восходящих людей. Сознательные и восходящие на Ближнем Востоке, или даже проживающие в Греции, Испании и Турции могут начать с благословения почвы, и это позволит Земле приходить к исцелению,
и в исцеляющем чувстве снова быть любимой. Именно любовь призовет душу вернуться, и как только возвращение души произойдет, начнут уравновешиваться элементы, и то, что сегодня является собой пустыню, завтра снова превратится в пышный оазис. Точно так же это может быть в любом месте, где проживают возносящиеся посвященные.